Байкал еще уникален тем, что он покрыт толстым слоем льда, порядка 1 метра толщина этого льда в феврале и в марте. И этой толщины достаточно для того, чтобы располагать тяжелую технику на поверхности и устанавливать в это время наши детекторы, которые потом работают круглый год. Вот задача правильно поставленная. И Байкал, в общем, вполне приемлемое место. Оно обладает для нас, для России, огромными преимуществами. Вот этот лед, который решил проблему вот всего этого безумно сложного работы в открытом океане. Пресная вода. И Байкал – хорошее место для этой науки. Там он может развиваться долго, и это очень долгосрочная задача. И сквозь вас, и сквозь меня проходят биллионы, так скажем, десятки и сотни миллиардов нейтрино от Солнца. И мы совершенно на них не реагируем. Поэтому, к сожалению, нейтрино от активных ядер галактик, для его регистрации нужны огромные объемы. Вот такой телескоп, который мы реализуем на Байкале, масштабом кубического километра и больше. Вот это вот объемы вещества, которые позволят зарегистрировать такие частицы. Дело в том, что на атмосферу постоянно падают протоны и другие ядра, которые остались от взрыва всяких разных сверхновых, находящихся где-то в относительной близости от нашей Солнечной системы или находившихся. И вот когда эти протоны и другие ядра падают на атмосферу, они взаимодействуют с ядрами атмосферы и рождают весь зоопарк элементарных частиц, какие у нас есть. В том числе огромное количество мюонов. Мюон – это вторая частица после нейтрино, которая тоже может пролететь очень много вещества. Оно бы могло пролететь замечательно большое количество вещества, если бы мюон был стабильным. Но он живет не очень долго, поэтому рано или поздно он все равно распадается. Так вот, мюоны, тем не менее, они могут проходить сквозь гору, сквозь большие толщи воды и давать сигнал, похожий на нейтринный сигнал. И вот в этом смысле любое глубоководное озеро или море является таким замечательным детектором. Потому что вам достаточно будет свою экспериментальную установку расположить просто на большой глубине. И толща воды сверху будет являться таким фильтром против этих мюонов. Основная цель – это все-таки на самом деле регистрация сверхвысоких энергий. Уже на введенных кластерах установки уже, собственно говоря, получили еще до конца не подтвержденные события, но все-таки указание на то, что мы зарегистрировали события на уровне того, что зарегистрировал какие-то эти певные энергии IceCube. Установка очень многофункциональная, и, конечно, с моей точки зрения, нужно смотреть какие-то более интересные. Не ограничивается же вся физика, которую мы изучаем этими сверхвысокими энергиями от каких-то там вне галактики и так далее. У нас очень интересные есть вещи, которые мы можем изучать с помощью нашей установки. Высокие энергии атмосферных нейтрин, то есть откуда они появляются. Там куча вопросов на самом деле просто до сих пор существует. И я думаю, что Байкал должен сыграть в этом, конечно, одну из главных ролей. Но основные результаты, они сейчас будут появляться постоянно. Достигнув размера порядка полкубического километра, мы будем чувствительны к этим нейтрино. Ну а те калибровки, которые мы проводим с нашим детектором, показывают, что чувствительность у него ожидаемая, которую мы от него и ожидаем. И потом Байкал – большое озеро, достаточно. Есть куда расти. Есть куда расти и куда развиваться.